Представляли, как будете пить кофе на собственной мраморной террасе, купаться в бассейне размером с озеро и принимать гостей в бальном зале? А теперь задумайтесь, что все это есть, но никто не хочет этим владеть даже за полцены. Сегодня я покажу вам самые невероятные дома мира, которые уже десятилетиями ищут своих хозяев. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Вилла Маджо. В 1967-м Фрэнк Синатра, устав от папарацци и восторженных фанаток, решил построить себе настоящее мужское убежище. Не какую-то там гламурную виллу в Беверли-Хиллз, а брутальную крепость на высоте 4300 метров, чтобы даже самые настойчивые поклонники сдувались по дороге в гору. Так появилась вилла в Палм-Спрингс, уединенное гнездышко с большими окнами, из которых открывался вид на долину Коачелла, но главное, на полное отсутствие назойливых соседей. Комплекс на площади 4 гектара включал все, что нужно настоящему мачо 60-х. И подогреваемый бассейн, чтобы не мерзли девушки в бикини. И теннисный корт, чтобы не толстеть от мартини. И гараж на несколько коллекционных авто, чтобы было куда девать деньги. И даже вертолетную площадку на случай, если вдруг срочно понадобится улететь от налоговой. Но время — беспощадный критик. После ухода Синатры в вечное турне наследники решили — продаем. Вот только желающих почему-то не нашлось. Возможно, отпугивает цена в 4,25 миллиона долларов. Или же дело в том, что до ближайшего супермаркета 40 минут по горному серпантину. Это вам не Нью-Йорк, где пиццу доставят за 15 минут самой темной ночью и в самый сильный ураган. Так и покоится бывшая звездная цитадель, постепенно превращаясь в самую дорогую заброшку Калифорнии. Местные шутят, что это идеальный дом для отшельника-миллионера. Тишина, как в гробу, соседей ноль. И даже вертолетная площадка на месте мало ли что. А пока потенциальные покупатели раздумывают, особняк мирно зарастает пылью и ностальгией по тем временам, когда здесь лились мартини, звучал джаз и решались судьбы шоу-бизнеса. Если вдруг у вас завалялись лишние 4 миллиона и тоска по ретро-гламуру, адрес вам известен. Правда, учтите, бассейн уже не подогревается, корт покрылся трещинами, а из коллекционных авто остался разве что ржавый мусорный бак у входа. Но зато дух Синатры бесплатно. Неоклассический особняк Линвуд Холл. На заре 20 века, когда скромные миллионеры довольствовались особняками в 2-3 десятка комнат, железнодорожный король Питер Уайднер задумал нечто грандиозное. В 1900-м появился Линвуд Холл, дворец, где количество комнат переваливало за 100. А гардеробные могли бы вместить современную трехкомнатную квартиру. Современники сразу окрестили его американским Версалем, хотя французские монархи наверняка перевернулись бы в гробах. Здесь были и собственная картинная галерея, и бальные залы, и даже крытый бассейн, в то самое время, когда большинство американцев мылись в жестяных корытах. Магнат, вложивший средства в строительство «Титаника», потерял на этом лайнере сына и внука. После трагедии, а затем и смерти самого Уайднера в 1915-м, особняк словно накрыла тень проклятия. Наследником оказалось не до поддержания фамильного гнезда, особенно когда выяснилось, что реставрация потянет минимум на 50 миллионов долларов, а ежегодное содержание будет съедать от 3 до 7 миллионов. Уже прошло больше века, а Линвуд Холл продолжает свое медленное превращение в самую роскошную руину Филадельфии. 30 тысяч квадратных метров былого величия, где вместо вальсов Штрауса теперь звучит скрип прогнивших половиц, а вместо светских раутов — шорох осыпающейся штукатурки. На самом деле это просто идеальные декорации для фильма ужасов. Особняк неоднократно выставляли на продажу, но желающих не находилось. Кто захочет вкладывать в ремонт сумму, сопоставимую с бюджетом небольшой страны? Даже самые смелые инвесторы, увидев предполагаемые счета за отопление, а вы попробуйте-ка прогреть 110 комнат, предпочитали держаться подальше. В последние годы дворец продолжает медленно разрушаться, превращаясь в наглядное пособие по тому, как время беспощадно даже к самым величественным творениям. Сегодня Линвуд Холл — это архитектурный мавзолей золотого века американского капитализма. Он мог бы стать потрясающим музеем. Представьте таблички. В этой спальне не спали с 1912-го. Или на этом паркете танцевали приглашенные президенты. Но пока его единственные посетители — городские легенды, фотографы-урбанисты и редкие туристы, приходящие взглянуть на то, как выглядит настоящий дворец-призрак в стиле неоклассицизма. Если у вас завалялось 50 миллионов долларов и непреодолимое желание стать владельцем величественных руин, Линвуд Холл ждет своего нового мецената. Главное, не забудьте прихватить с собой бригаду реставраторов, историков архитектуры и, возможно, пару экзорцистов. Просто на всякий случай. Старинная башня Свей.
В конце XIX века, когда все приличные англичане строили уютные коттеджи с каминами, эксцентричный джентльмен по имени Эндрю Томас Тёртон Петерсон задумал нечто совершенно иное. Так в тихом городке Суэй появилась башня, которая до сих пор держит звание самого высокого в мире сооружения — 66 метров чистого архитектурного безумия, задуманные как мистический символ с вечно горящими огнями на вершине. Местные власти, однако, быстро охладили пыл мечтателя. Оказалось, что постоянно горящие огни могут сбить с толку моряков, которые примут особняк за маяк. Так что Петерсону пришлось довольствоваться ролью владельца самой странной жилой башни в графстве Хэмпшир. Долгие годы это необычное строение служило домом, предлагая своим обитателям головокружительные виды с верхних этажей. Правда, за удовольствие приходилось платить ежедневным восхождением по 330 ступеням. Упражнение, которое в конце концов измотало наследника Петерсона настолько, что он предпочел переехать в обычный дом. С тех пор башня ждет нового владельца, продается за $2,5 миллиона. Покупатели, однако, не спешат выстраиваться в очередь. Возможно, их пугает почтенный возраст сооружения или его экспериментальная конструкция, хотя сама башня уже доказала свою прочность, выдержав несколько ударов молнии без особых последствий. Если вы всегда мечтали жить в самом высоком бетонном монолите без лифта, теперь у вас есть шанс. Главное, не забывайте тренировать икроножные мышцы перед покупкой. Дворец пузырей. В 1975-м, когда все нормальные люди строили обычные дома с углами и стенами, французский предприниматель Пьер Бернар решил, что ему обязательно нужно жить в гигантском мыльном пузыре. Так среди красных скал Эстереля появился Дворец пузырей. Архитектурный шедевр, который выглядит так, будто его спроектировали инопланетяне после бурной вечеринки. 10 круглых комнат, соединенных коридорами-тоннелями, создавали ощущение, что ты либо внутри огромного калейдоскопа, либо в футуристическом аквариуме для людей. После смерти Бернара этот космический пузырь приглянулся самому Пьеру Кардену. Видимо, кутюрье подумал: если я одевал людей в скафандры и шляпы-тарелки, почему бы не жить в доме, который выглядит как их родная планета? Мэтр моды превратил виллу в смесь музея, арт-пространства и площадки для самых безумных вечеринок Лазурного берега. Площадь в 1300 квадратных метров позволяла разместить до 500 гостей. Правда, после третьего бокала шампанского половина из них неизбежно начинала чувствовать себя героями космической Одиссеи. Интерьеры Карден наполнил мебелью, которая выглядела так, будто ее позаимствовали у съемочной группы «Звездных войн», а в отдельном пузыре устроил музей своих самых безумных нарядов 60-х-70-х. Думаю, даже его коты ходили здесь в комбинезонах из металлизированной ткани. Но всему приходит конец, даже вселенскому гламуру. Еще при жизни Кардена Дворец пузырей выставили на продажу за $456 миллионов. Видимо, в стоимость включены не только сами пузыри, но и аура космической эксцентричности. Но пока покупателей нет, то ли цена кусается, на эти деньги можно купить полкан, то ли потенциальные владельцы боятся, что соседи будут тыкать пальцем. Смотрите, это тот чудак, что купил дом-яйцо. Сейчас виллу сдают за $11,5 тысяч в сутки, например, для съемок клипов или фотосессий в стиле ретро-футуризм. Но содержание этого архитектурного безумия обходится в копеечку. То стеклянный купол нужно чинить, то систему кондиционирования обновлять. А вы попробуйте-ка охладить 10 круглых комнат под палящим французским солнцем. Так и томится Дворец пузырей. Как напоминание о том, что в 70-е люди не только слушали диско, но и строили дома, будто находясь под его влиянием. Может быть, однажды найдется новый мечтатель, который решит, что жить в доме, похожем на набор гигантских мыльных пузырей, это не безумие, а высший шик. А пока что это просто самый дорогой арт-объект на Лазурном берегу, который ждет своего чудака. Если вдруг у вас есть лишние $500 миллиона и желание просыпаться каждое утро с ощущением, что вы герой фантастического фильма, Дворец пузырей к вашим услугам. Однако нужно помнить, что в круглых комнатах даже пыль скапливается по-особенному. Поместье Гранот-Лома. Что ж, это не просто дом, а целый городок из дерева, где главный особняк окружен более чем десятком построек, от гостевых домиков до гаража, способного вместить автопарк небольшого государства. 167 гектаров земли, километр собственной береговой линии с причалом, бассейн под открытым небом и фруктовый сад, который мог бы кормить целый поселок. Внутри там 2400 квадратных метров пространства, где легко заблудиться без карты и компаса. Казалось бы, мечта любого олигарха, но внезапно оказалось, что содержать такое царство — задача не для слабонервных. Налоги кусаются, как голодный медведь, содержание территории требует армии садовников, а отопление этого бревенчатого колосса зимой обходится дороже, чем содержание небольшого городка.
Хозяева, отчаявшись, снизили цену более чем вдвое. Теперь просят всего 19,5 миллионов долларов. Поместье стало звездой интернета и бьет рекорды по просмотрам на сайтах недвижимости, но покупатели почему-то предпочитают смотреть фотографии, а не выкладывать миллионы. Местные шутят, что для покупки Гранат Лома нужно быть либо сумасшедшим, либо сказочно богатым, а лучше и тем, и другим одновременно. Пока же это роскошное поместье продолжает ждать своего чудака, который решит, что жить в самом большом бревенчатом доме Америки — это не безумие, а мечта всей жизни. Если у вас завалялось 20 миллионов, и вы всегда мечтали почувствовать себя героем фильма «Один дома», но в гигантском масштабе, Гранат Лома к вашим услугам. Поместье P. Diddy. В 2003-м, когда Пи Диди еще вовсю носил это имя и считал себя королем хип-хопа, он совершил покупку, которая должна была стать вершиной его успеха. Роскошное поместье в лесах Джорджии за 2 миллиона фунтов. Построенный в 1987-м особняк площадью 20 тысяч квадратных футов с мраморными кухнями и собственным бассейном казался идеальным вложением. Особенно, когда его тогдашняя подруга, модель Ким Портер, лично занималась дизайном интерьеров. Но, как это часто бывает с амбициозными планами знаменитостей, что-то пошло не так. Вместо того, чтобы превратиться в семейное гнездышко, поместье постепенно стало напоминать декорации к фильму ужасов. Бассейн позеленел, кухня с дорогой техникой теперь соседствует с торчащими балками, а территория заросла так, что кажется, будто джунгли решили отвоевать землю назад. Пи Диди, конечно, пытался спасти ситуацию. В 2004-м он задумал грандиозный проект — построить на участке 11 жилых домов. Но местные власти, видимо, не оценили его девелоперские амбиции и вежливо отказали. Тогда рэпер решил сделать ставку на ремонт, который так и не закончил. Стены частично разобрали, но дальше дело не пошло. Продать поместье тоже оказалось не так просто. По одним данным, он избавился от него еще в 2007 за 9,5 миллионов фунтов, по другим — в 2012 на аукционе. Как бы то ни было, сейчас особняк заброшен, с заколоченными окнами, будто прячется от посторонних глаз. Кстати, о посторонних глазах. Учитывая недавние обвинения в адрес Пи Диди, да, те самые, из-за которых ему сейчас не до недвижимости, можно пошутить, что, возможно, это поместье не единственное, от чего ему пришлось открещиваться. Но шутки шутками, а факт остается фактом. Когда-то роскошная вилла теперь ждет нового владельца, который сможет вернуть ей былое величие. Говорят, что реставрация все же возможна. Может быть, найдется смельчак, готовый вдохнуть новую жизнь в этот особняк с непростой историей. Ну а пока что это идеальное место для тех, кто мечтает о недвижимости с характером и готов мириться с тем, что кроме мраморных столешниц в комплекте идут заросли, полуразобранные стены и легендарное прошлое. А еще новому владельцу лучше бы не забыть спросить у мистера Диди, не оставил ли он тут еще каких-нибудь сюрпризов. Вот мы и прошлись по самым впечатляющим заброшкам мира, от бетонных башен до бревенчатых дворцов. И у каждой из этих историй есть один простой, но важный урок. Мечтать о роскошном особняке – это одно, а вот содержать его – совсем другое. Допустим, вы копили половину жизни и, наконец, купили тот самый дом мечты с сотней комнат, бассейном и видом на океан. А потом оказывается, что отопление такого дворца обойдется в зарплату топ-менеджера. Уборка занимает больше времени, чем ваш рабочий день, а вы, по сути, используете только кухню, спальню и туалет. Вот и получается, что многие из этих домов становятся золотыми клетками. Красивыми, но совершенно непрактичными. Их владельцы в какой-то момент понимают, они купили не дом, а постоянную головную боль. Так что прежде чем заглядываться на огромные поместья, нужно задать себе честный вопрос. А действительно ли мне нужно столько пространства? И готов ли я тратить на это время, деньги и нервы? Как показывает мой топ, иногда лучше уютный дом по размеру, чем роскошные руины, которые только и ждут, чтобы их показали в следующем выпуске про заброшенную недвижимость. Ставьте лайк, если согласны, и пишите в комментариях, какой из этих домов вы бы все-таки рискнули купить. Только честно. А мы прощаемся до следующего видео, где продолжим рассказывать вам о самых интересных домах и постройках со всего света.